Доброго времени суток, мой многоуважаемый зритель. Ну что ж, настал этот момент. Настал. Какой, собственно, момент, вы спросите меня, да, настал? А момент следующий. Момент записи моего первого видоса в рамках большого курса. Ну, не знаю, конечно, насколько он будет большой, но определенно, я думаю, что какой-то десяток другой уроков я точно запишу, а может быть, короче, посмотрим, как пойдет. В общем, курса по обучению языку программирования C++. Что же за язык такой, да, C++? А язык это очень интересный. С одной стороны, вокруг этого языка ходит огромное количество стереотипов, различных легенд на тему того, что это язык совершенно не предназначен, язык, который совершенно не предназначен для обучения людям без бэкграунда, да, чтобы брать его в качестве первого языка. И существует просто огромное количество стереотипов, домыслов, что это язык неподъемный, что учить его ни в коем случае новичку не стоит и так далее и тому подобное. Но сорвать, так сказать, покров тайны с этого языка и показать вам его с другой стороны, что это такой же язык программирования, как, например, какая-нибудь Java там, или C-Sharp, которую вы, возможно, тоже рассматривали или еще в данный момент тоже рассматриваете как альтернативу обучения. И что его тоже можно выучить. C++ это вполне себе инструмент посильный для обучения даже для человека совершенно без какого-либо бэкграунда в IT-сфере, коим, собственно, я и являлся, когда вкатывался в плюсы. У меня был там, конечно, опыт, месяц, смешно сказать, месяц обучения Sharp'ам, 2 месяца обучения Java, но понятно, что за какой-то серьезный опыт это принимать не стоит. По сути, C++ был первым языком программирования, в который я серьезно вкатился, да, с которого я начал свой серьезный путь в программировании. И я скажу вам так, что в принципе, как и в любой другой науке, да, и в любом другом процессе обучения, главенствующую роль здесь занимает, естественно, форма подачи материала. То есть все зависит от того, на какой материал вы наткнулись, насколько он удобоварим в конкретно вашем случае. И если это так, если материал вам подходит, то нет ничего невозможного. Естественно, вы выучите без каких-либо проблем этот язык. Главное усердие, желание, и все будет. Так, собственно, я думаю, что нужно сказать пару слов о том, что же такое вообще C++, да, и что это за инструмент такой, где он обычно используется. C++ это язык довольно старый, уже он под своим названием, именно C++, существует где-то, по-моему, года с 84, с 1984, я, разумеется, имею в виду. Вообще, создатель языка Бьорн Страуструп, первую свою ипостась C++ получил где-то в 80-м, кажется, году, когда, по сути, это был еще C с классами, так называемый. А вот уже в 84-м, примерно, может, в 84-м, может, в 85-м году, он получил уже свое окончательное название C++ и пошел, собственно, дальше по пути своего развития. Так вот, что это за инструмент, да, C++? C++ используется в основном в любом месте, где необходима скорость работы приложения и его минимальное потребление памяти. Когда от программиста требуется максимальный контроль над приложением, когда нужно, чтобы твое приложение работало максимально быстро. Естественно, это компьютерные игры, здесь C++, я думаю, вообще абсолютно доминирующая сила, и любой серьезный сколько-нибудь геймдев, он, как правило, обращается именно к этому инструменту. Это и другие высоконагруженные приложения, движки рендера, наверняка вы знаете всевозможные редшифты, да, может и не знаете, но в общем, если знаете программу Blender, то она тоже core, так сказать, ядро этой программы написано на плюсах, там оберточка на Python. Но смысл в том, что, в принципе, если речь идет о любой какой-то высокопроизводительной программе, которой будут завышены требования к объему потребления памяти, скорости выполнения программы, то, как правило, обращаются либо к C, да, либо к C++.
Вот. Ну, понятно, что еще раз тут на горизонте появился, добра ему тоже удачи, великолепный язык. Но, в принципе, вот пока что плюсы в этом плане доминирующая сила, как я уже сказал. Вот, собственно, с преамбулой, я думаю, что достаточно, смысл понятен. Я думаю, что большинство людей, которые, в принципе, пришли на этот курс, да, которые слушают сейчас это видео, они примерно понимают, да, зачем. Но если не понимают, то вот, собственно, такой расклад. То есть все плюсы, с одной стороны, они где-то будут подталкивать вас делать те вещи, которые в другом языке делались бы автоматически. Все плюсы будут подталкивать вас к тому, чтобы делать это руками, да? Но при этом вы получаете намного больше контроля, и как следствие обычно вы немножко глубже будете погружаться в тематику какого-либо вопроса. Так что удачи вам, собственно, в изучении. Я сделаю все от меня, так сказать, зависящее для того, чтобы это обучение проходило максимально комфортно, чтобы вам было все понятно. Да, еще раз я хочу сделать на этом очень такой яркий акцент. Почему? Потому что я хочу сделать этот курс доступным просто для любого человека. Абсолютно для любого, у которого совершенно нет никакого бэкграунда в IT, там, он не знает никаких языков программирования. Вот условно, сегодня он встал с той ноги вот, и понял, что он хочет изучать программирование, и выбрал в качестве первого языка C++, потому что, ну, например, он хочет писать какие-то высокопроизводительные программы, там, игры, приложения, неважно. Я постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы вкат, так сказать, обучение этому языку было максимально комфортным. Что ж, ребят, первое, что нам нужно сделать, я выбрал, так сказать, средой разработки, ну, одну из самых, наверное, банальных таких вариантов, ну, одной из самых банальных сред, это Visual Studio. Это среда разработки, которая, наверное, вам попадется в первую очередь, если вы имеете дело с разработкой на плюсах, то это первое, что вы, в принципе, наверное, встретите, вбив в браузер, там, среда разработки C++. Поэтому выбор пал на нее, и еще и потому, что среда, так сказать, искоробочная. Что это значит? Это значит, что в ней есть сразу все инструменты. То есть вы устанавливаете программу и получаете целый набор, целый комплекс инструментов, уже необходимых для разработки. То есть вам никакие дополнительные телодвижения производить совершенно не нужно. Вот, так что начнем, собственно, с установки плюсов в виде Visual Studio. Вот, начнем с установки Visual Studio. Как я уже сказал, я буду максимально подробен, буду стараться быть максимально понятным, чтобы не оставалось никаких вопросов. В любом случае, добро пожаловать, так сказать, в комментарии. Если вопросы какие-то остаются, пожалуйста, я по возможности всегда буду стараться отвечать. Вот, и опять же, адекватная обратная связь, она только приветствуется. Что ж, заходим в браузер. Открываем любой привычный для вас поисковик. Ну, я воспользуюсь Гуглом. И просто пишем Visual Studio. И открываете прямо там, скорее всего, это будет первая ссылочка в браузере Visual Studio IDE. И редактор кода. Но мы возьмем не просто редактор кода. Мы возьмем именно IDE. Или они имеют в виду, что там есть редактор кода, да. Это хорошо. Так. Microsoft, пусти скачать Visual. Вот, и, собственно, вас приветствует главная страничка сайта, да, Microsoft, и тут три варианта. Visual Studio для Mac, это, соответственно, для владельцев Mac'ов, и Visual Studio Code. Вот Visual Studio Code вам не надо, вам нужно именно просто Visual Studio. Visual Studio Code — это редактор кода, он такой более легковесный, но в нем нужно проделать некоторые телодвижения, о которых вам пока что не стоит думать, вам это не нужно, поэтому ваш вариант именно скачать простую Visual Studio, в которой уже все инструменты будут из коробки, как я уже сказал. Берете комьюнити-версию, это бесплатная версия программы, предназначенная как бы для новичков, вот, нам этого будет более чем достаточно. Нажимаем «Скачать», скачивается быстренько в наш сетапчик, открываем папочку и запускаем инсталлятор. Да, соглашаемся, конечно, куда мы денемся. Так, перед началом необходимо настроить кое-что, чтобы вы могли настроить установку. Хорошо, настраивай, братан. Я же не против, я только за. Так, ну, здесь он производит какие-то свои
при инициализации или что он там делает. Прекрасно. Вот, собственно, мы вошли в окно инсталлятора, и у нас есть много-много вариантов, да, галочек всяких, что же выбрать. Смотрите, нас в данный момент интересует только разработка на C++, поэтому вы сразу вот сверху разработка классических приложений на C++. Вот это то, что нам нужно. Просто ставите здесь галочку, и все, больше ничего вам не нужно. Можете при желании выбрать путь для установки. Я оставлю стандартный, она не так много займет места, так что меня это в принципе устраивает. Не так много, я сказал, 9,5 гигов. Да, пошел-ка я в известное место. Ладно, устанавливаем этого монстра. Установка при скачивании, установить, ничего не знаю, давай просто установка. Что ж, установка завершилась, нажимаем ОК. Это все можно закрыть, оно нам уже не понадобится, я надеюсь. И нажимаем «Запустить». Visual Studio 2022. Я как-то устанавливал, по-моему, в прошлом году один раз. Да, совсем забыл. Можно пропустить. Но смотрите, вообще сейчас в Visual Studio желательно, конечно, у вас наверняка уже есть Microsoft аккаунт, и желательно войти с аккаунтом, иначе там, по-моему, будут какие-то функции недоступны, или плашечка будет, я уже не помню точно. Но, конечно, желательно войти в свой аккаунт. Я, наверное, это сейчас и сделаю. Что ж, вот и все. После того, как вы войдете в свой аккаунт, вы увидите вот такое окошечко, в котором уже можно начинать работать, да, и вам предлагается, типа, начать работу с клонирования репозитория, с открытия проекта решения, локальную папку открыть или создать проект. Мы просто создаем новенький проект, нажимаем «Создать проект», и в следующем меню ищите консольное приложение. Вот, сверху второе, по идее, у вас тоже будет наверняка. Так, нажимаете «Далее». Можете оставить, в принципе, название, какое он советует. Можете ввести свое название. Ну, давайте введем какое-то название. Например, CPP Guide 1. Создаем. И вот, наконец, мы попали в редактор кода. Рядом видим файловое дерево, кнопочки всякие интересненькие. Вот, и, собственно, наверное, на этом я буду заканчивать. Я не буду пока вдаваться в детали интерфейса. Я думаю, что мы оставим этот момент до следующего ролика. И, в принципе, на этом можно завершить. Так, ребят, всем огромное спасибо. Я надеюсь, что вы будете сохранять мотивацию. Я постараюсь, опять же, сделать все от меня зависящее, чтобы так оно и произошло. Учите C++, ничего не бойтесь, совершенно посильный язык. Добро пожаловать. Я думаю, что роликов на этом плейлисте будет достаточно много. И следующая тема уже это, собственно, будет изучение C++. Мы уже будем потихонечку вкатываться. И это будут базовые типы. Разберем, что это такое, с чем их едят. И напишем свою первую программку. Только я думаю, что это будет не Hello World. Я просто, знаете, в программировании есть такая типа традиция писать первую программу Hello World. Так называемую. Эта программа выводит в консоль фразу Hello World. И, собственно, сейчас вы на экране можете у меня наблюдать, что она уже тут написана. Но я думаю, что я уже в первом уроке покажу чуть-чуть больше. Мы хотя бы объявим пару переменных и, может быть, их даже сложим, посчитаем их сумму. Что ж, ребят, еще раз спасибо большое за просмотр. Я надеюсь, что смог вас немножечко заинтересовать. И вы продолжите обучение. И все у нас будет замечательно. Мы в таком прекрасном тандеме пойдем по пути изучения C++. Я что-то, может, повторю даже для себя параллельно, ну а вы потихонечку будете вкатываться в этот прекрасный, очень мощный язык, который позволит вам писать очень крутые приложения с минимальным потреблением памяти и с великолепным рантаймом. Что ж, всем пока, до встречи в следующем уроке.